Здравствуйте, с вами снова Таран Татьяна. Сегодня у нас второе видео, номер 2, продолжение первого видео, которое звучало так. Точка сборки «Зачем человеку и почему человек имеет предназначение». Мы дошли в прошлом видео до того момента, где я объясняла, что существует 10 вопросов, которые я могу вам задать, и вы поймете свои точки сборки. Значит, продолжим наше видео, в котором является следующим, зачем нужно себя вообще собирать в точку сборки. Узнавая себя, собрав свои элементы центра сборки, по элементам, которые разбросаны текущей жизнью, по берегам чужих убеждений, смыслов и целей, чтобы вами управлять и использовать ваши личные ресурсы. Вы осознаете, зачем вы здесь должны быть, что вы должны создавать, почему вы находитесь здесь, а через материальный рост ваша душа набирает эволюционные обороты. Почему? Потому что, создав материальные ресурсы, проходя в процессе вкус красивой материальной жизни, насытившись ею до предела, переходит в избыток, который хочется поделиться уже с человечеством для их блага, так как духовные ценности становятся следующим этапом богатства, которым хочется наполниться и расшириться до вечности. То есть, когда вы влияете на мир финансово, ваша самооценка растет, и духовность в том числе. 16. Для чего, идентифицируя свои индивидуальные способности, человек расширяет до избытка и несет службу уже своей задачи на земле, так как каждый человек приходит служить не себе, а другим, разливая свое творчество через свои уникальные способности в социум. Он взращивает себя плодородным деревом, плодами которых может поделиться уже с другими. Если человек прокрастинирует и ждет, что кто-то придет и решит его все финансовые вопросы и задачи, то это значит, что он потерял себя абсолютно и не слышит зов своей уникальности, что готово прорасти маленьким росточком, а со временем огромным плодотворным деревом, с плодами, которыми он может поделиться. То есть человек, в которого Вселенная вложила огромные ресурсы для творческого создания себя же и продолжения себя через свое творчество для красоты мира человечества, не реализует себя, то этот человек пустая единица, что забрала зря ресурсы Вселенной на создание себя в этой реальности, как важного проекта для продолжения эволюции на планете Земля. А когда человек хочет продолжать эволюцию на этой планете, то он культивирует в себе самые сильные и необходимые, чтобы оправдать вложение ресурса в него целой Вселенной. Что происходит, когда человек использует себя и свои ресурсы по назначению? Вселенная дает массу возможностей для несения важной его задачи на Земле. Что она дает? Просто услышьте эти важные слова. Она дает деньги, людей, ситуации, специально случайные якобы ситуации в целом. Это дает материальное благо, которое и есть основополагающий элементом влияния
на процессы иерархии человечества в целом. Если вы находите в себе это зерно, которое дает точка сборки, она прорастает, и вы тогда уже стаете насколько богатым человеком сразу финансово, потом духовно, что эти финансы вы потом используете для того, чтобы создавать, например, школы для детей, дороги для водителей, для того, чтобы были хорошая проводимость каких-то продуктов для этих же детей, возить книги, возить продукты, возить какие-то обязательно важные элементы для построения нового мира. И вот то, для чего ты рожден, человек, ты или тот, который рядом с тобой сейчас стоит, и будет основой влияния на этот мир и его процессы эволюции. Зачем я все это вообще вам говорю? Чтобы вы выбрали сейчас, кем вы хотите быть. Если вы еще до сих пор не знаете, кем вы хотите быть, или вы сейчас являетесь тем, которым вы поняли, что вы не хотите быть. То есть это не собран, то есть вы не собрали точку сборки свою, когда решали, кем вы будете, и вы на данный момент являетесь этим профессионалом в этом деле. А вы чувствуете, что это что-то не то, некомфортно в этой работе. И вот если вы понимаете, что у вас остановился рост, у вас вот этот вот потолок, да, вот это является самым первым звоночком, что вы не прошли точку сборки от рождения и становления. Это насколько важно, что человек, когда он не знает этой точки сборки, он не собрал себя, он не собрал свои фрагменты личности, он не собрал свои фрагменты души, он не собрал свои фрагменты энергии, которые аккумулируют вот это все и собирает в один большой такой элемент, как с фильма, знаете, вы помните «Пятый элемент»? Вот это и есть пятый элемент. Это когда вы собрали всего себя, и у вас получается тот продукт, который вы можете транслировать через себя, развивать его через себя. Вы тот, кто зря пришел на эту планету, или вы тот, кто пришел как важный проект для продолжения эволюции на планете Земля. На самой, причем красивой планете, в космическом пространстве, что мы пока что знаем из того, что мы пока изучили и знаем. Я помогу вам найти и усилить то, что в вас. То, что вас делает сильнее, успешнее, удачливее, осознаннее. Вы познакомитесь с собой близко. Вы намного глубиннее будете распознавать себя. Когда вы поймете свою глубину, когда вы поймете вот свой этот, пусть давайте так, этот ваш пятый элемент, который в вас там тихонечко сидит, или, может быть, хочет уже выйти наружу и проявиться через вас, через ваши способности. Возможно, вы какой-то красивый, интересный писатель. Возможно, вы какой-то креатор, который хочет создать то, чего еще никто никогда не создавал. То есть слепить с того, что мы уже имеем в этом мире, еще добавить вот эти все элементы и создать свой пятый элемент. Каждый человек имеет свою вот этот пятый элемент в себе в глубине где-то. Но чаще всего, знаете, в чем проблема и в чем задача? Что чаще всего 90% человек, они не знают вообще, чем они хотят заниматься. Они, то, что они умеют, они, например, тот, кто любит рисовать, считает, что это просто какое-то хобби, это просто увлечение. А на самом деле, когда вам это нравится, и вы этим интересуетесь, вы просто себя насколько расширяете и развиваете, что это ваше хобби, в кавычках, может стать достоянием вашей личности и достоянием человечества. Возможно, вы сможете создать что-то такое красивое благодаря этому творческому рисованию. Например, песни создают. Вот это все творчество. И вот благодаря этому
Мир о вас узнает, мир узнает о вашей красоте, вы миру приносите эту красоту. И вот эта точка сборки, это, знаете, это 10 вопросов к себе, но только я их знаю. Я в себе это раскрыла, я говорила это в первом видео, я говорила, что есть 10 вопросов, благодаря которым я в себе открыла, вот чем я могу заниматься. Но если вы даже нашли, чем вы будете заниматься, вы понимаете, что вы для этого созданы. Вот без этого вы не сможете никак реализоваться. Над этим еще, знаете, нужно работать. Да, работать. Это нужно расширять, увеличивать, углубляться в это и создавать с этого просто что-то шикарное не только для просто людей, если вы хотите какой-то признательности людям. Это не обязательно. Вы должны признать сами себя в первую очередь. Вот если вы себя признаете художником великим, если вы себя признаете великим писателем, если вы себя признаете важной частью этого мира, что вы можете создавать что-то уникальное, достичь такого уровня, что никто еще именно в этой отрасли не доходил до такого уровня. Весь секрет в том, что вы просто обязаны в себе найти вот этот пятый элемент. Это очень важная ценность для человека, которая в него уже есть, но он ею не пользуется, потому что он не знает, как ее собрать. Он разобран на кусочки по всему миру, по интересам других. Вот, то есть его разорвали, разбросали, и из-за этого человек не может собраться. Он не знает, как это. Он даже не понимает, что это существует. Это структурность того, что я сейчас говорю, что есть точка сборки, есть человек, который разбросан, да, на элементы. И вот эти элементы нужно собрать ему в сознании, и он сразу же поймет, для чего он существует. Вот и все. Это как кубик Рубик. Пусть будет это еще так. Вот цвета разбросаны по разных местах. Вот этот человек, когда он рожден, он идет по лестнице жизни, взросление лестницы жизни. Поверьте, о системе я рассказываю в других видео. Система создает так человеку такие условия, чтобы он рождается, кстати, кубиком Рубиком, которого цвета на месте. Но до того момента, пока он начинает взрослеть и осознавать, и принимать этот мир, изучать его. И вот пока он изучает, его бросают в систему. Это садик, школа, институт. И не будем перечислять, да? Вот этот момент, когда он идет в первую ступень структуры экономики и всего прочего, что создано для нас, он свои вот эти вот цвета разбрасывает по разному углу этого кубика Рубика. То есть, когда вы разбросаны, вы же не знаете, какие у вас цвета, где они должны стоять. А я вам помогу это сделать. Я вас приглашаю на личной консультации задать себе те вопросы, которые могут сложить вас в один пятый элемент, который может открыть для вас другие просторы другой жизни. Намного качественнее, намного красивее, намного здоровее и намного счастливее. 5, 6, 7, в 10 раз. Это будет зависеть только от вас, насколько вы готовы развиваться и глобализировать свой пятый элемент. Ссылочки под описанием. Есть у меня мои номера телефона. Если у человека есть вопросы, значит, он не знает о себе правды. Представляете, как все просто. А если у человека вопросов нету, никому про себя, он о себе знает все. Я знаю, чего мне нужно. Я знаю, зачем я здесь. Я знаю, почему я это делаю, то, что я сейчас делаю. И я понимаю, какой я хочу быть. Если вы себе можете четко, правдиво это сказать, я вас поздравляю, у вас нет вопросов к себе. А если у вас нету четкой эргономики своей души, которую вы чувствуете и знаете, чего она хочет, у вас есть вопросы. Пожалуйста, приходите на личные консультации.
И я хочу вам напомнить о том, что я пишу книгу, которая раскрывает способности человека, мышление, расширяет его до максимальных размеров, его осознания внутреннего мира и мира окружения, которые находятся вокруг нас. То есть эта книга написана через призму иерархических знаний человечества и через призму фантастики, сюжет, который является очень интересным. Этот сюжет, я говорила в первой половине этого видео, начинается с того, что какая-то необыкновенное, сильное сознание попадает на Землю в теле женщины. И ее жизнь просто колоссально меняется, потому что эта душа и это сознание, оно было вообще с другого измерения, с более высокого измерения. И когда она попадает на более низкое измерение, что в ее сознании происходит, что вообще с этим сознанием происходит. И вот об этом пишется книга. И если вам интересно расширить свое сознание, понять, почему вы здесь, зачем вы здесь, я вас приглашаю, кроме того, что на консультации, задуматься о том, чтобы купить у меня в будущем эту книгу. И иметь это в виду, что она уже пишется. И очень интересная главная героиня, которая была абсолютно разобрана на сегменты, на элементы, которые я вам сейчас говорю. Она собрала все свои фрагменты и увидела этот мир как птица, которая летит и видит вот с высоты ее птичьего полета этот мир. Она увидела его как будто, что этот мир насколько маленький и насколько легко его обнять своим сознанием и понять его суть этого мира. И в конце она осознает, насколько она знает его. Вот это все описывается в этой книге. Когда вы прочитаете, ваш мир, в котором вы живете, он станет таким маленьким, что вы его будете читать очень быстро, и людей будете читать очень быстро. Вы будете понимать, что то, что вы знали до этого, глобальное, оно стало совсем вот таким маленьким, потому что вы будете глобально мыслить. До следующих видео я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на мой канал Space of Freedom. Я жду вас на следующем видео. Я для того, чтобы этот мир вокруг меня становился счастливым, успешным, здоровым и богатым. Вот я для этого все вам говорю. До встречи на новых видео. Я буду рада вас слышать и видеть.